Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я планирую заснять новое видео, инструкцию по работе со своим животом. Если хочешь изменить вселенную, меняй! Но помни, главный враг всегда внутри тебя. Для того, чтобы просто обновить видео, во-первых. Во-вторых, мы снимаем сегодня на прекраснейшем фоне Атлантического океана. И в-третьих, за это время накопилось достаточно много одних и тех же вопросов, которые я постараюсь в процессе отвечать, в процессе проработки живота и объяснения, как это и зачем работать. То есть постараюсь ответить на некие вопросы, которые встречаются постоянно, одни и те же. Итак, приступим к проработке живота. То есть первоначально мы воспринимаем свой живот как ромб. То есть у нас нижнюю часть ромба формируют подвздошные кости, верхнюю часть ромба формируют реберные дуги. Если мы разделим свой живот осями, продольной через пупок, горизонтальной продольной, вертикальной осью, центральный, да, то у нас появится на нашем ромбе 4 квадранта. Условно обозначим этот первый, второй, третий, четвертый по часовой стрелке. В большей степени нас интересует проработка первого квадранта. Особенно для людей, кто впервые в жизни с этим столкнулся, кто еще не понимает, для кого кажется сложным и очень трудной эта история, то сконцентрируйтесь хотя бы на проработке первого сектора. В дальнейшем, когда вы будете уже понимать, представлять, что вы делаете и почему, и чувствовать какие-то изменения, вы сможете расширить воздействие и уже захочется воздействовать на самом деле на другие структуры, то есть улучшать не только 12-перстную кишку и отделение желчи, но и поправлять желудок, кишечник, восстанавливать кровоснабжение, иннервацию, мочеполовой системы. Ну и как вишенка на торте, это восстановление почек. Но почки может восстанавливать уже очень опытный человек, который там не менее года работает со своим животом и уже понимает свое тело и знает, что он делает. Работа с животом приводит к полному восстановлению всех соединительных тканей. Я уже не говорю про состояние органов, но состояние органов меняется гораздо быстрее, но меняется и качество соединительных тканей, всех связочек, всех сосудов, иннерваций, лимфатических сосудов. То есть появляется, скажем так, возможность создать идеальное функционирующее кровоснабжение, лимфодренаж и движение венозной крови, иннервацию органов и клеток и так далее. Плюс это все развивается, функции увеличиваются, улучшаются, развивается вегетативная нервная система и все связанные с ней процессы. Итак, приступим непосредственно к практике работы со своим животом. Я уже обозначил, что у нас есть 4 квадранта, и мы начинаем с первого квадранта, в котором и находится, делает свой поворот 12-перстная кишка. Почему мы прорабатываем 12-перстную кишку? Всегда, каждый день, после еды в том числе. И на голодный желудок, и после еды можно делать, и 12-перстную кишку именно. Потому что здесь мы убеждаемся в том, что мы запускаем парасимпатическую нервную систему, расслабляя сфинктеры, и запускается хорошее отделение желчи, которое стимулирует отделение, то есть запускает процесс ферментации панкреатической секреции и улучшается усвоение пищи, улучшается отделение панкреатического сока, желчи, улучшается вообще в принципе ферментация и усвоение питательных веществ пищи, которую мы кушаем. И поворот она делает именно в первом секторе, поэтому мы заходим и воздействуем параллельно ребрам, то есть вот линия ребер, и я воздействую параллельно, смещаюсь ниже, примерно на расстояние половины от пупка до ребер. Вот эта линия меня интересует, вдоль подреберья. Я захожу в наиболее тонкую часть живота, там, где у меня самый край, боковая поверхность прямой мышцы живота. И здесь сбоку я захожу глубоко и начинаю воздействие сюда параллельно ребрам, позвоночнику, и второй рукой я фиксирую и придавливаю к позвоночнику всю структуру 12-перстной кишки. То есть если я воздействую именно таким образом, то моя 12-перстная кишка никогда не проскочит мимо. Я всегда, двигаясь оттуда снизу вверх, я ее найду постепенно. И не заостряемся на какой-то одной точке, немножко можно чуть-чуть выше посмотреть, ниже, поискать болезненные ощущения. Всегда воздействие идет только на уровне том, на котором пускает ваше тело, именно ваше тело. Не так, как я показал, да, вот если я могу давить, в позвоночник уперся легко, это не значит, что себе надо пытаться продавить сразу до позвоночника. Если вначале у вас вот здесь уже все тело сопротивляется, больно, неприятно, остановитесь здесь,
и воздействуйте просто дыханием, наблюдайте за ощущениями. Вот я иду не спеша, а аккуратно, но безжалостно, абсолютно безжалостно, но не спеша и аккуратно, с любовью. Я дошел, чувствую, что тело остановилось. Остановился, все, фиксирую, я не давлю, не пытаюсь продавить. И дальше я воздействую только дыханием и наблюдаю за ощущениями. Делаем вдох, выдох глубокий. На выдохе можно чуть-чуть глубже идти. И каждый раз вам придется идти все глубже и глубже, глубже и глубже. Дальше мы двигаемся по этой линии 12-перстной кишки вверх, вдоль, продолжая параллельно движение ребрам, параллельно, не под ребра, не только вглубь, а параллельно сюда. И пересекаем примерно центральную ось тела. Примерно мы пересекаем ее где-то на уровне трети вот этого отрезка, треть отрезка от мечевидного отростка до пупка. Примерно вот здесь мы ее и пересечем. Это не только привратник желудка, это воздействие на вегетативную нервную систему, это развитие солнечного сплетения, то есть узлов иннервации, вообще как командный центр всего этого узла, всего пищеварительного тракта. Поэтому, воздействуя на эту точку, мы тренируем всю эту систему, тренируем ее стабильность, функционал, состояние, качество кровоснабжения, иннервации и так далее. То есть здесь мы движемся просто вертикально, как сказать, перпендикулярно прямо к позвоночнику. Вот под прямым углом постепенно идем глубже на своем уровне. И также дыхание. Везде не забываем про дыхание, дышим. Положение, в котором можно прорабатывать свой живот, по сути, почти любое, кроме стоя. То есть можно будет поискать не только что вот именно вот такую позицию надо занимать. Можно даже сидя в автобусе этим заниматься, в машине, в самолете, на диване, да, отклониться немножко назад. Можно, наоборот, даже складываться вперед в каких-то ощущениях, в каких-то положениях, в каких-то частях. Это гораздо удобнее и глубже можно зайти. То есть это варьируется с опытом, это приходит с опытом. То есть подбираются какие-то собственные положения. Вот я вам показываю, да, свои какие-то моменты, где я фиксирую руку, где-то я буду фиксировать там какие-то вот за предплечье себя хватать, за локоть, удобные позиции. Вот. Это все нарабатывается с опытом. То есть здесь мы отработали 12-перстную кишку, расслабили, ждем всегда, вот мы ждем на уровне, да, чтобы ждем отклика тканей. Это очень важно. То есть мы не просто там время какое-то держим, мы ждем, когда тело откликнется. И на этом моменте мы как раз и помогаем ему совершать преобразование. То есть либо это уменьшилась боль, либо мы почувствовали, что мягче стало, расслабилось, куда-то пошло движение, глубже пошли руки. Идем глубже, значит, где-то зажурчало, задвигалось, завибрировало под пальцами, значит, тело откликается, это очень хорошо. Дальше мы перемещаемся, то есть это вот мы отработали 12-перстную кишку, привратник желудка, здесь вегетативные узлы, и дальше мы начинаем прорабатывать печенку, это все подреберье, все правое подреберье. Мне удобно большим пальцем, это можно делать разными, да, частями тела, но я вот привык большим пальцем противоположной руки. Движение теперь у нас шло вдоль ребер, теперь мы перпендикуляр создали, перпендикулярно у нас пойдет в подреберье. Начинаем с верхней части и вправо, немножко идем вглубь в ткани, в солнышко и туда прям под ребра. Идем максимально глубоко, ну насколько пускает. То есть если у вас вот здесь уже больно, значит мы глубже не идем, здесь ждем. Но со временем идем все глубже, глубже, глубже. То есть пока у вас вообще вот пускает тело, вы туда идете. Также здесь продыхиваем. Вдох, выдох. Глубже ушли. Дышим, ждем преобразований, ждем, когда отпустит, ждем, когда легче станет. Ждем дыханием, добавляем прям глубинную проработку диафрагмы, глубинную часть печени, диафрагмальная часть печени. И постепенно, то есть когда мы почувствовали, что здесь отклик произошел, двигаемся дальше. Это центр подреберья. Примерно уходим. Знаете, еще важный нюанс, что если я буду давить близко к ребрам, то мое воздействие будет минимальное. Поэтому лучше отступить немножечко, отступить чуть-чуть. То есть создать маневр для движения вглубь. Я иду вглубь, вот отступил от подреберья, вглубь, и тогда мое движение более амплитудное, более глубокое. То есть я глубоко захожу под ребра. Здесь то же самое, то есть не близко к ребрам, хотя это тоже со временем, когда у вас будет опыт и проработка. То есть тоже очень важно, вот прям в кость давить, то есть проработать костяшечку. Вот здесь мне все безболезненное. Иногда у людей бывает очень болезненно. Вот здесь именно иннервация идет, диафрагмальных нервов, вывод. Но это со временем придет проработка. То есть сначала мы идем глубоко и
подреберье, пошел к плечу движение. Вот смотрите, как раз то, о чем я говорил. Мне очень удобно. Я поставил большой палец, и вот я вторую руку обхватил первую руку, а этой кистью зафиксировал себя за локоть. И как бы создал себе плечо воздействия. Этим плечом теперь я буду воздействовать уже другой рукой, при этом у меня полностью расслаблен живот. То есть я могу максимально глубоко зайти. Кому неудобно так, можете воздействовать вот этой кистью, к примеру, и вот этой второй рукой поддавливать на нее. Можно даже, по сути, поддавить вот своим бедром на вот эту часть, тыльную часть ладони. Я воздействую своим бедром и расслабляю полностью тело. Это тоже один из вариантов. Можно различные, здесь мне немножко мешает микрофон в эту сторону собраться. Можно повернуться на бочок, поддавить, то есть себя. Это тоже классно будет улучшать отделение желчи. Дальше мы движемся еще дальше в подреберье. Нас здесь интересует самый краешек печени. Здесь мы воздействуем как на правый край печени, да, то есть самая правая долька. Также здесь еще часто дает иннервацию и болезненность уже поворот кишки. То есть, если у нас тянущие боли идут вниз какие-то, по кишечнику пошли, скорее всего, это идут некие спаечные процессы в углу подреберья, связанные именно с поворотом кишки. Если боль идет в подреберье, сюда вверх, куда-то в подреберьевую часть, то это уже все-таки больше печень. Воздействие идет в самый уголочек, то есть тоже подержали, подышали, обязательно, каждое место надо продышать. Воздействие. И при этом на вдохе очень важно, смотрите, то есть я могу напрячь живот, все, он не продавится. Но я вдох делаю, не напрягая переднюю мышцу живота, вот она мягкая. Я просто делаю вдох, включая только диафрагму. Я как будто бы просто надуваю живот. То есть мой живот остается мягким, но диафрагма начинает давить из глубины на мои пальцы. Тем самым мы проработали всю печенку. Время я сейчас показываю немножко ускоренное, потому что у меня уже очень быстро проработан живот-отклик. Возможно, если у человека уже очень патологичные процессы, возможно, придется дольше держать. Особенно если это там такие состояния, как цирроз. Там придется прорабатывать по 5 минут, может быть, там одно место воздействовать. И очень важно, когда мы прорабатываем, я еще раз акцентирую на этом внимание, что я не борюсь с тканью. Я не пытаюсь ее вот так проломить. Я иду, до определенной глубины дошел и жду, когда тело откликнется. Оно меня пустило дальше, я иду глубже. Оно меня пустило дальше, я иду глубже. Но я не веду борьбу со своим телом. Я созвучен, я его слушаю. Я к нему прислушиваюсь, что оно мне подскажет. Дальше мы из правого края подреберья воздействуем на солнечное сплетение вновь. Но теперь мы не только вглубь идем, а еще и вверх подреберья, туда, в область сердца, в область диафрагмы, в область диафрагмальных нервов, в область пищевода, где входит пищевод. Собственно говоря, через диафрагму расслабляем все эти места, улучшаем, прорабатываем, особенно вот где диафрагмальные грыжи, прочее, это обязательно нужно долго прорабатывать, полгода, год придется прорабатывать, но все восстановится, все обязательно восстановится, если приложить достаточно количество времени и любви, то есть времени, энергии и любви в свое тело, в себя вложить время. Мы прорабатываем, значит, под мечевидный отросток, прям подышали сюда, опять же, еще раз, на своем уровне, то есть я показываю, да, вот глубоко ушли пальцы, там я могу еще глубже, палкой могу задавить, туда прям чувствую край диафрагмы, это нижняя часть сердца, вот я могу повибрировать туда, спокойно делаю вдох, но если вам уже вот здесь жестко больно, не пытайтесь туда проломить свое тело, остановитесь здесь, подышите, но и боли не бойтесь, это важно, надо идти обязательно в свою боль, слушать ее внимательно, о чем она вам говорит. И помогать своему телу прорабатывать свою боль, избавляться от боли за счет этого. Дальше мы постепенно меняем вектор и проходим к левому плечу. То есть мы начинаем проходить левое подреберье. Мы здесь прорабатывали диафрагму, уже часть желудка мы уже коснулись. Здесь край печени еще тоже подреберье. И здесь пищевод, и уже пошел воздействие непосредственно в желудок. То есть тоже как можно глубже и вверх. То есть глубже и вверх. Можно вот этими пальчиками, не только большим пальцем воздействовать. Дыхание. Всегда дыхание. Дыхание помним всегда. Вдох, подержать можно. Смотрите, мы диафрагмой очень плавно, также не спеша, как я показываю пальцем, надаем. Не спеша, но безжалостно. То же самое мы делаем и изнутри диафрагмой. То есть я диафрагмой начинаю не спеша, но безжалостно давить. Если я чувствую на вдохе прям очень больно, я остановился и не пытаюсь продавить. Остановился,
задержал дыхание, подержал на этом месте напряжение диафрагмы. И на выдохе еще глубже иду пальцами. Дальше мы продолжаем движение по левому подреберью, спускаемся ниже, прорабатываем также отделы желудка. Еще раз говорю, воздействуем не вот в ребра, а вглубь и вверх. То есть мы приподнимаем желудок, прорабатываем его стеночки, восстанавливаем эластичность. Отделяем здесь соединительные ткани поперечно-ободочной кишки, селезенки, желудка, да, и там же еще идет воздействие на почку. Вот. То есть мы все улучшаем это состояние, эластичность всех соединительных тканей. То есть все спаечки со временем отделяются, но для того, чтобы разъединить спайки, требуется не менее года системного воздействия. Это важный нюанс. Но все спаечные процессы со временем исчезают, когда ты постоянно занимаешься. Дальше мы движемся в самый угол подреберья. Это очень важный участок, потому что здесь у нас находится селезенка. У людей, у кого длительный застой уже желчи, обязательно отекшая селезенка, 100%. То есть ее очень важно разгрузить. Поэтому я иду глубоко сюда, в левое подреберье и вверх сюда. Мое воздействие идет вот сюда, в этот край ребер. Здесь находится селезеночка. Мы ее как раз глубоко-глубоко прорабатываем, насколько получается. Также со вдохом. Воздействие. Подышали. Отлично. Также можно здесь применять свое бедро. Вот я настраиваю вот так палец, да, у меня туда идет воздействие. Вот так у меня уперлась открыта ладонь, тыльная ладонь. Я беру и вот эту тыльную ладонь начинаю давить бедром. Выдох. Все, проработали. Тем самым мы проработали уже большую часть верха живота, и у нас осталась только поджелудочная железа. Постепенно надо говорить о том, что что бы я ни работал, я всегда воздействую на множество тканей. Это не какой-то на самом деле орган, мы работаем с соединительными тканями. Воздействуя на 12-перстную кишку, я уже воздействую и на желчные протоки, и на связки печени, и на связки желудка, и на связки, которые держат поперечно-ободочную кишку, и частично на поперечно-ободочную кишку, и на головку поджелудочной железы. То здесь нет такого, что мы даем что-то одно. И не пытайтесь, особенно вот когда мало опыта, человек думает, я должен чувствовать, обязан чувствовать. Нет, ничего подобного. Вы не должны чувствовать конкретный орган. Чем более здоровый орган, тем менее вообще вы в принципе что-то почувствуете конкретный. Вы не почувствуете его. Вы можете хорошо, ярко почувствовать патологичный орган, патологичную селезенку твердую, какие-то уже отекшие, то есть выступающую печень, там все. Но здоровый орган, он вообще не должен ощущаться. Дальше, смотрите, мы вернулись к первой точке, с чего я начинал. 12-перстная кишка, потому что в 12-перстную кишку как бы впадает, да, в этот поворот, как русло реки, в нее стекает поджелудочная железа, и туда, собственно, выходят протоки поджелудочной железы. И теперь мы просто поменяли вектор надавливания. То есть, если я до этого давил вверх сюда, вдоль подреберья, то теперь я эту же точку почти что, я немножко снизу вверх ее приподнимаю и просто развернул вектор поперек. И теперь я воздействую непосредственно в позвоночник поперек тела, то есть к центральной оси. Также я использую всегда вторую руку, как упор, и расслабляюсь. И вот я прям в позвоночник сбоку продавливаю. Но каждый должен работать на своем уровне. Не спешите, не спешите, не спешите. Пройдет год, у вас будет вообще все прекрасно, глубоко заходить само. И все будет нормально. То есть на начальном этапе просто делайте на том уровне, на котором вы можете делать, но всегда настолько глубоко, насколько пускает ваше тело. Это очень важно. Дальше мы движемся теперь поперек тела, то есть не вдоль подреберья, а поперек. Примерно посередине этого участка. Иногда здесь ярко выраженные такие есть линии, складочки. Они часто показывают как бы ориентиром расположение поджелудочной железы. То есть я теперь воздействую непосредственно на позвоночник, примерно на половине отрезка от мечевидного отростка до пупка. Также я ищу пониже, повыше, то есть смотрим этим ткани, наблюдаем, находим, где болезненные участки. То есть здесь вот я давлю прямо в позвоночник и полностью безболезненно, то есть потому что здесь уже очень отработано все. То есть это живот, чтобы вы понимали, да, это 8 лет ежедневной работы, 8 лет каждодневной работы, по несколько раз в день и так далее. Поэтому здесь, конечно, можно ковырять чем угодно, я показывал и ножом, и палкой, чем хотите.
То есть ничего страшного здесь не произойдет. И завершающая работа, это хвост поджелудочной железы, находится уже он во втором квадранте, как бы слева для нас. И здесь у нас проходит аорта, с ней нужно быть на начальном этапе очень аккуратным, но со временем вы перестанете бояться и будете чувствовать ее хорошо. И она будет все лучше, лучше, лучше состояние. То есть я могу спокойно давить, как хочу в аорту. То есть я показывал, даже ножом давлю в нее. Вот. Но на начальном этапе лучше ее обходить. Мы немножко ее, вот она вот так идет, мы ее переступаем, немножко здесь сбоку начинаем. И также сюда, к позвоночнику, я вот большим пальцем часто сюда, к позвоночнику вглубь, захожу вглубь и к позвоночнику. Мы прорабатываем хвостик поджелудочной железы, продыхиваем все, ищем ткани, ищем болезненности, выше, ниже, то есть какие-то, вот, все, мы тем самым проработали головку поджелудочной, тело поджелудочной, хвостик поджелудочной железы. Все ткани прорабатываем. Потом можно вот, допустим, все отработать. Вверх спокойно, все левое подреберье, все правое подреберье. Здесь от пупка прям потянуть вверх все ткани. Поработать, покачать немножко влево-вправо, повибрировать, подышать. Все. Вот тем самым мы проработали верх живота. Сейчас закончим первую часть. И я хочу сказать, что в целом не обязательно, идеально проработать весь живот. Когда есть силы, когда есть мотивация, когда есть энергия, когда есть время. Но не всегда это получается. Поэтому всегда можно разделить. То есть, допустим, в один день там утром, например, проработать хорошенечко вверх, перед сном проработать низ. Или варьировать вот эти участки. Можно проработать отдельно 12-перстную кишку. Кстати, важный момент, очень важный, что люди думают, то есть хотят проработать весь живот и тратить на это 10 минут. Это бесполезная фигня. То есть можно там 10 лет этим заниматься, никакого результата не будет. Лучше проработайте одну область, но полноценно. Лучше, если вы 10 минут проработаете только 12-перстную кишку и желчевыводящие каналы. И остальное не проработайте. Но это будет гораздо лучше, чем вы пробежите весь живот как попало, но типа весь живот. То есть лучше уделите внимание одной области. И вот 12-перстная кишка – это приоритетная область. И теперь мы закончили с верхней частью и перемещаемся на нижнюю часть. Итак, верхнюю часть мы проработали, приступаем к нижней части. Это, скорее, скажем так, это даже более важная и более нудная, трудная работа, которая представляет себя зачастую больше сил приходится. А еще знаете, какая ловушка? Когда хочешь весь проработать живот, вверх проработал и уже сил нету зачастую. Особенно если нет тренированности для нижней. И очень часто нижняя часть остается неотработанной. Вот. Поэтому можно разделять это раз. Во-вторых, вот нижнюю часть можно прорабатывать лежа на животе. То есть мы перевернулись и используем свой вес. Начинаем, это выводящие пути, это как кишечник, это вот эта вот проработка этих спаек кишечника, которые есть у всех. Ну, я вот почти уверен, что это 99,9% людей, что у всех есть некие воспалительные процессы, были в течение жизни, происходят какие-то хронические состояния, которые приводят к спаечным процессам. И проработка их — это такая нудная работа, тяжелая. Ну, не то, что тяжелая, она трудная. Ну, просто трудиться надо дисциплинированно. И постепенно все приходит к идеальному состоянию. Здесь мы начинаем уже от лобковой кости. То есть вот я нащупал свою косточку, то есть самую нижнюю часть своего тела, живота. И вот я нащупал ее и прям внутрь, вглубь начинаю погружаться. Вот, как можно глубже, насколько меня пускает мое тело. Я проработал прорабатываю тем самым тазовое дно, прямую кишку. Косвенно прорабатывается кровоснабжение простаты. У женщин там матки, кровоснабжение всех мочеполовой системы, мочевого пузыря. Подтягиваются стенки, эластичность, то есть улучшается кровоснабжение, иннервация. Также я держу, никуда не спешу, там создаю немножко на глубине вибрацию. То есть я не ослабляю, там держу глубоко. И дыханием. Дыханием мы продолжаем прорабатывать все эти ткани. Здесь можно еще немножко подтягивать живот, как бы втягивать, стараясь не напрягать мышцы живота, а именно втягивать, тянуть как бы связочки. Дальше мы начинаем постепенно ткани снизу вверх протягивать вверх, и двигаясь к пупку. Но то есть делаем это не дискретно, не кусочками вот такими, а постепенно я прям ткань за тканью я перемещаюсь. Вот я держу здесь нижнюю часть и перемещаюсь выше
и начинаю тянуть чуть более, воздействовать на более высокую точку. Все это происходит вот в тазу. Вдох, выдох. Продолжаем двигаться вверх. То есть это я еще раз показываю довольно быстро. То есть зачастую приходится гораздо больше времени тратить на это. То есть я удерживаю точку уже вот здесь. Здесь это 5-й, 4-й поясничные позвонки. Когда вы нашли здесь твердость, это позвоночник. Не пугайтесь этого. Не думайте, что это какие-то там жесткие спайки или там паразиты. Кто-то там думает, что это какие-то клубки паразитов. Это ваш позвоночник. Под пупком начинается он. То есть выходит из крестца как раз. И он сюда наружу как бы выходит, вот этот изгиб внутрь. Лордоз поясничного отдела. И поэтому вы его сразу же здесь ярко ощущаете. Это позвоночный столб. Вот, также мы аккуратненько, то есть мы опять же не продавливаем сам позвоночник, мы в него не давим прям силой. Мы дошли до него, держим. Можно немножко повоздействовать на него, чуть-чуть повибрировать, дать в него немножко вибрацию, воздействие, немножко надавить слегка, поощущать, какие ощущения есть. Это важно. Дальше мы движемся выше к пупку. Треть под пупком – это очередная чакра, очередное сплетение нервных окончаний. Это опять тренировка вегетативной. Вообще проработка по центральной линии вся заключена в проработке вегетативной сосудистой, вегетативной нервной системы. Идет улучшение функционала ее, реакции и так далее. То есть мы проработали вот эту вертикальную линию. Дальше мы заходим прямо в пупок. Прямо в пупок вот я 4 пальчика воткнул, второй рукой прям надавливаю до позвоночника, дошел. Держу, давлю здесь, смотрю, аорта у меня слева, справа у меня нижняя полая вена. Я наблюдаю аккуратно за ощущениями. То есть, если вдруг вы надавливаете, ну прям очень резкая боль, глубже, естественно, не идете, держите на ней. Можно чуть-чуть ослабить вдохом. Ослабили, на выдохе чуть-чуть глубже. Очень внимательно к себе, прислушивайтесь к своим ощущениям, но не бойтесь боли, не бойтесь каких-то пульсаций, не бойтесь. Это нормальная история. Это здесь аорта, она нормально пульсирует. Дальше мы проработали вот вертикальную часть. Наша задача проработать теперь боковые, отсоединить, улучшить состояние кровоснабжения и положения, функционала толстого кишечника. Это наши подвздошные области. И мы здесь двигаемся. Можно двигаться в левую сторону, можно двигаться в правую сторону. Я обычно привык в правую сторону. На прошлом видео я, по-моему, показывал в правую сторону. Давайте поэтому теперь покажу в левую сторону. То есть мы начинаем влево, допустим, прорабатываем сигмовидную кишку. Идем глубоко. Здесь это у нас еще вот на уровне, вот здесь уголочек, да, лобковой кости, и пошла паховая связочка. На уголочке там в глубине у нас вход мочеточника в мочевой пузырь. Здесь идут нервы, проходят, сосуды. То есть это важное место проработки. Мы воздействуем сюда, дышим, продыхиваем. Можно немножко уже здесь начать потянуть ногу. Потянуть. Аккуратненько. Потянуть ее. Продолжая здесь воздействие. Поднять ее вверх, подсогнуть немножко. И порастягиваем. Вот такие движения мы будем сейчас периодически использовать для того, чтобы вытягивать эти связки, разъединять их друг от друга, улучшать эластичность и движение фасций. То есть, когда, чтобы у нас вообще все пленочки внутри здесь разъединились и двигались свободно друг от друга. Дальше мы продолжаем вот это вот движение по подвздошной области. Здесь мы непосредственно уже находим, первый раз контачим с вот этой поясничной мышцей, да, подвздошные мышцы, поясничная мышца. Мы на нее воздействуем. Также можно потянуть, уже здесь начать хорошо, потянули. Если больно, аккуратненько, не спеша, медленно. Подвигали, вверх приподнимаем. То есть вот я ее растягиваю, смотрите, потянул на себя носочек, потянул заднюю поверхность ноги, прям вытягиваю ее всю. Вверх ногу, покачал. Можно уже вот так здесь покачать, круговые движения поделать. Согнули. Дальше продолжаем. Вот теперь мы как бы с ней познакомились, двигаемся дальше по кишке. Нас интересует больше кишка сейчас. Мы вот прям, вот у меня подвздошная косточка, и я прям в нее, в косточку, вот так вот, прям повдоль в нее, вот так вот, щик, как бы максимально, насколько у меня получается, ухожу, прям в подвздошную область, туда, прям поглубже, и подержали. Воздействие идет сюда, я как бы оттягиваю оттуда, тащу, если там прирос кишечник, я потихонечку его тащу сюда внутрь. То есть я рассказывал, я отделял себя вот здесь кишечник, он был весь вросший. Здесь было так больно, что я вот так нажал, когда у меня сознание чуть не потерял, у меня аж потемнело в глазах. Сейчас, то есть смотрите, я могу полностью спокойно, вот, прям в кость давить, туда вглубь, со всей силы, вот, я давлю прям в кость.
Никакой ощущений, никакой боли у меня нету. То есть это результат от проработки. На начальном уровне мы отсоединяем, сюда тащим, к пупку связки. И вот доходим до гребня подвздошной кости, гребешочек, то есть тоже здесь отсоединяем все ткани. И финальная точка, это вот у нас между как раз ребрами и подвздошной костью. Я здесь сбоку захожу и эту часть нисходящего кишечника сюда отсоединяю. Тем самым я стараюсь отсоединить от гребня подвздошной кости и от нижней части подреберья. То есть я высвобождаю кишки и улучшаю здесь кровоснабжение. Постепенно они должны отсоединиться, они должны прям разъединиться, стать вообще эластичными, безболезненными максимально, вот, качественными, да, то есть мы здесь проработали вот эту область. Теперь мы то же самое идем в эту сторону. Также сначала уголочек самой лобковой кости и паховой связочки, здесь смотрим, это вот вход мочеточника в мочевой пузырь, самый краешек вот здесь. Потом мы также проходим мышцу, протягиваем это. Еще раз, я показываю очень быстро. Это нужно делать гораздо медленнее. То есть я держу, наблюдаю, дышу. Это можно несколько минут затратить только на одном месте. Дышать, продышивать, отсоединять. Можно засыпать прямо так. Вставил палец, перевернулся, лег на животик. И лежишь, если там прям проблемные есть места, которые надо отсоединять. Также проходим все полностью до гребешка подвздошной кости. И то же самое здесь сбоку начинаем, заходим. И вот опять же воздействие отрывающего характера, то есть сюда внутрь. И я здесь еще обычно делаю следующее. Если не хватает, ну попробуйте вот так давить с двух сторон. Мне вот хватает их собрать, и я еще успеваю зацепить как бы замок руками. И тем самым я как бы вот так начинаю вот это воздействие, то есть с двух сторон соединяю большими пальцами восходящую ветвь кишечника и нисходящую ветвь кишечника. И также мы дышим. И как можно глубже. Можно вот так, то есть воздействовать. Все. В принципе, основная тема пищеварительной системы, выводящей системы проработана. Это может сделать каждый человек. Дальше я покажу. В прошлый раз я немножко это как бы не показал, потому что все-таки здесь нужен опыт уже. Опыт хотя бы год проработки живота, чтобы прям реально, ну хотя бы полгода, ладно, эффективно воздействовать на почки. Но я сейчас покажу, потому что уже накопилось количество людей, которые действительно есть опыт, которые стараются, которым важно и нужно это. И дальше мы движемся в проработку почки. То есть мы проработали центральную ось, мы проработали как бы боковиночки, да, такие, вот это вот трезубца. Проработали весь таз, тазовые кости. И теперь мы движемся, красота. И движемся мы теперь вот сюда, посередине, между центральной осью и боковой осью. То есть мы вот двигаемся вдоль прямой мышцы живота, тем самым и ощущая внутри вот эту поясничную мышцу, которая идет от паховой связки, которая идет вообще от бедра, от бедренной кости, сквозь паховую связку и крепится к позвонкам. Вот здесь, к позвоночнику. И мы вдоль нее вот так пойдем. Мы будем прорабатывать эту мышцу, мы будем прорабатывать мочеточник, мы будем прорабатывать кишки, тонкий, часть толстого кишечника. И мы будем тем самым еще двигать, освобождать почку. Паренхиму почки, а со временем и саму почку укреплять, улучшать, восстанавливать. И тем самым мы возвращаемся опять в паховую связочку. В паховую связку подержали. Дальше движемся вверх по вот этой линии. До линии с пупком. Потому что отсюда у нас начнется почка. Но опущенная почка мы встретим по дороге ниже. Поэтому мы прорабатываем опять не дискретно, а протягиваем ткань за тканью. То есть постепенно, вот я на следующую перекатился, предыдущую не отпускаю, зафиксировал, потом отпускаю. На следующую перекатился, отпускаю и так далее. То есть я двигаюсь дальше по этой мышце вверх, зафиксировал ее жестко. И теперь я протягиваю ногу, протягиваю мышцу опять. Подвигал, пошевелил. Как можно глубже здесь фиксирую. Подышал. Дальше движемся вверх. Зафиксировал. Потянул, покрутил ногой, подвигал, разъединял, простягивал ее, подышал. Дальше, когда я дохожу до линии с пупком, это уже нижний мой полюс почки. На начальном этапе, когда у вас еще нет подготовки, когда еще здесь не готовы ткани, достаточно будет воздействия на почку сбоку, через вот, боковую линию прямой мышцы живота, да. Вот здесь сбоку заходим и туда как бы по диагонали, немножко к задней стенке брюшины воздействуем такими движениями. Вот мы вошли глубоко и
такими пульсирующими движениями на выдохе. Прям прокачиваем ее. Потом также можно перевернуться вот так на бочок, обстучать, постучать и повибрировать. Заодно у нас вот подвижется здесь таз, позвоночник поскручиваем. Также можно, смотрите, более высокий уровень воздействия на почку. Это уже я вот большой палец укрепляю вот здесь на нижней полюсе почки, в боковую вот эту как раз линию, чтобы глубоко ушло. А второй большой палец упирается у меня прямо в поясницу, непосредственно в область почки. И моя задача, я беру замок и опять большие пальцы соединяю. Это уже прям когда позволяет и сила рук, и качество тканей. Вот я вошел глубоко. И здесь я могу опять потянуть мышцу, смотрите, даже в бок могу потянуть, порастягивать ее. Порастягивать эту мышцу, отсоединяя от нее и почки, и кишечник, что там к ней приросло. Укрепляя здесь кровоснабжение. И мое воздействие идет не просто вглубь, а еще вглубь и сюда, вверх под ребра. То есть здесь непосредственно я уже воздействую на почку. Вот туда, прям вглубь. И сзади я протягиваю мышцы вверх. И здесь. То есть это уже воздействие на почку. Я абсолютно не чувствую никаких болезненных ощущений. Вообще. Сюда мы также делаем вдох. Вот, прокачали хорошенечко. Протянули. Все здорово. То есть тем самым мы полностью проработали мочеполовую систему. Высвободили почку, почка запульсировала, задвигалась, закровоснабжалась, из нее выйдет и песок, и всякая дрянь, и гниль, и хлопья там, и гной, и постепенно она будет регенерировать, восстанавливаться, и потом она придет в идеальное состояние. И теперь то же самое, сейчас я вот так вот передвину, наверное, вот эту беру, и то же самое на другую сторону. Ну, это абсолютно симметричная история, то есть здесь я также воздействую на паховую связку, изначально протягиваю, потом начинаю двигаться вверх, зафиксировал следующую позицию, также потянул ножку, чувствуем мышцу, круговые движения поделали, потянули носочек от себя, на себя, почувствовали, как сустав высвобождается здесь, движение, продолжаем двигаться вверх к почке, то же самое, потянули, подвигали, пошевелили, глубоко, глубже прям зашли, прям вообще насколько вот получается, аж вот заднюю поверхность вообще почувствовать. Это там корень брыжейки тонкого кишечника, то есть это глубокие очень структуры. Вот, насколько глубоко получается. Дальше то же самое, дошел до основания почки. Если на начальном можно вот прокачал, повернулся, обстучал. Если позволяет сила рук и качество тканей, зашел глубоко со спины, с почки, потянул опять же ногу. То есть в одну сторону, в другую. То есть, когда мы оттягиваем на боку, да, вот лежа на боку, мы оттягиваем назад, у нас здесь максимально идет растяжение подвздошно-поясничной мышцы. То есть, назад, когда отводим вперед, назад, покачать можно прямо. Хорошенько. Но это уже прямо уровень, понимаете? Когда у вас уже опыт есть, когда есть фиксация, когда здесь проработаны ткани. Все, вот почечку правую проработали. Все, на это прям вообще финалочка. То есть, когда восстанавливается полностью, безболезненно становится почки, это вишенка на торте. Все, это вот прям шикарное состояние организма. И наша задача его только поддерживать. Конечно, на начальном этапе всегда больно, всегда тяжело. Всегда кажется, зачем мне это надо, это же больно. Почему? Но смысл именно в том, что мы постепенно преобразуем эти ткани, мы восстанавливаем вот это физическое состояние, мы открываем, что за этим психологическим состоянием какое кроется. Мы постепенно, наше тело становится ресурсом, который помогает нам преобразовываться. И отвечая еще вот кратенько на вопросы, да, то есть там у меня был вопрос, во-первых, первое, что люди боятся, да, первый фактор, что я боюсь, вот вдруг я там нажму что-то не так, вдруг что-то я испорчу. Не испортишь никогда. Проблема в том, что, скорее всего, ты делаешь неэффективно. И это как раз один из результатов того, что ты боишься. Не надо бояться своего тела. Это мое тело. Я здесь что хочу, то и делаю. Это мое тело, и никто лучше меня его не узнает, и никто лучше меня ему не поможет. Вот, поэтому мы не боимся. Идем всегда аккуратно. И вот это важность, да, то есть мы идем не спеша, но безжалостно. Не жалейте себя. Жалость – это дурное чувство, это не про любовь. Любовь там, где нет жалости. И вот мы зафиксировали. Вот,
Я иду глубоко, но безжалостно, глубоко, но безжалостно, глубоко почувствовал вдруг сопротивление, остановился, все, не борюсь, я не пытаюсь там вот такое проломить. Когда, конечно, у меня уже ткани идеальные, я могу и прям потренировать ткани уже посильнее. Но сначала я никуда не пытаюсь проламывать. Зафиксировал, дышу, почувствовал, что меня тело глубже пустило, иду глубже. Почувствовал, что еще глубже пустило, иду глубже. Почувствовал, что еще глубже пустило, иду глубже. Никогда не довольствуйтесь тем, что типа вот здесь достаточно вот так. Помять что-то там, что-то типа, это все не приведет вас к глубинным изменениям. Надо идти на ту глубину, на которую пускает. И так глубоко, насколько вы получится зайти глубоко. Вот, собственно, и все. Я благодарю вас за внимание. Я думаю, что получилось насыщенно, информативно. И если будут еще какие-то вопросы, я буду постепенно стараться отвечать и расширять опыт. Благодарю. Всего доброго. Если не захочешь, не поймешь, будь ты хоть Вассерман. Без обид, но я не буду больше сыпать бисерман. Чтобы привлечь твое внимание, наш слушать. Только любовь может сделать этот мир лучше. Если хочешь изменить вселенную, меняй. Помни, главный враг всегда внутри тебя.